Всем доброй ночи, друзья мои. Я думаю, у каждого из вас есть родительский дом в селе или дача, или земельный участок. А люди, которые вообще живут в сельской местности, уж тем более у них есть земля, они занимаются землей, они получают из своей земли то, что сеют, что сажают. И, естественно, некоторых вообще земля кормит. Есть люди, которые фермерством занимаются и так далее. Это очень тяжкий труд. Самая тяжелая работа – это скотоводство, земледельчество. И это самые древние, скажем, направления труда, которым человек занимается тысячелетиями. Вы знаете, мои предки тоже земледельцы. Были и есть, кто остался. У нас были огромные земли. В селе, где я родилась, большинство земель принадлежали моему деду. Прямо напротив нашего дома было колхозное поле. И второе поле было через реку. У нас очень живописная природа. Вот Швейцария это близко не стояла, насколько красивые места. Так вот, вот эти все поля принадлежали моему деду. Когда пришли коммунисты и раскулачили их, это все отошло государству. Но в любом случае огромный огород, он остался. И там были фрукты, которых не было в селе. Мой дед очень хорошо разбирался во всем этом. Он сажал, он даже получал особый сорт груш, яблок. Я помню, что у нас в селе не было еще такого сорта яблок, как Антоновка. А у нас уже была Антоновка. Мичурин, по-моему, вывел этот сорт яблок, если я не ошибаюсь. Через некоторое время начали забирать у нас саженцы, сажать, и как бы уже практически у всего села вот эти деревья были. Но моя бабушка рассказывала, что к нам приходили для больных или старых людей, или беременных женщин, просили вот яблоки, груши особенные, которых не было у них. Брат моей бабушки тоже был очень сильным таким знающим садоводом. И этот человек привез такие сорта яблок из Армении, из других районов Грузии, которые более были как бы южнее нас, хотя мы считаемся юг. И первыми у них поспевали черешня, вишня. Этого человека арестовали во времена Сталина, он был, значит, бухгалтером. На него написали кляузу, написали аноним и забрали этого человека. У него 2 детей, жена, остались без него на целых 7 лет. Вернулся он оттуда очень нервным, очень больным человеком, потому что там, естественно, не сахар, тюремная жизнь. Но этот человек тоже очень грамотно и умно занимался вот садоводничеством. И до сих пор его потомки живут на этом. Его потомки берут фрукты с его огорода, продают. У него очень редкие, скажем так, сорта яблок, груш и прочее, прочее. Несмотря на то, что работа с землей, естественно, тяжкий труд, каторжный труд, можно сказать, в любом случае он дает свои плоды. И вот как быть, чтобы твой сад, огород давали такой богатый урожай, чтобы все соседи просто ахнули, не понимали, в чем секрет вот такого вот благополучия, скажем так. И уж тем более, если вы занимаетесь, скажем, там целой плантацией арбузов у вас, если вы занимаетесь иными там культурами бахчевыми, неважно чем. Морковку сажаете, помидоры сдаете тоннами. В любом случае, чтобы у вас вот урожайный был год, настолько обильный урожай, всем на зависть. Мои предки делали определенный ритуал. Если я сейчас слукавлю, скажу, что эти слова сохранились, конечно, это будет неправда. К сожалению, они утеряны.
Но я помню, как они делали определенный ритуал, поклонение земле называется, или просьба к земле. Вот на основе того, что они делали, я создала свой ритуал, но обращение к земле, именно к матери земле, да, немножко усилила тем, что здесь призыв именно богини земли, Деметрии. Деметрия – это одна из жен Зевса. Прямой перевод с греческого – демос – земля, матрия или метрия – мать, мать-земля. Так вот, она богиня земли, изобилия. Ее дочь Прозерпина или Персефона когда-то понравилась самому богу подземелья Аиду, и он ее украл. Скорбящая Деметрия покрыла землю мраком, она перестала давать силу деревьям и земле, и наступила осень, потом зима. Люди пришли к верховному богу Зевсу, стали умолять, просить, чтобы мать-богиня не гневалась, иначе они погибают с голода. И тогда было поставлено такое условие, что полгода Персефона остается у матери, полгода у мужа. Так вот, полгода, пока она находится у матери, радостная Деметрия раздаривает землю всеми благами. Наступает весна, наступает лето, люди радуются, они собирают урожай. И как только наступает время, что Персефоне нужно уйти к Аиду, она печалится, она начинает плакать, начинается осень, опадают листья, начинается дождливый период, а потом уж вообще ее тоска усиливается и приходит зима. Вот такая красивая притча, легенда, а может не совсем легенда, но в любом случае. Я хочу вам сейчас объяснить, как сделать так, чтобы ваш урожай был просто на зависть всем, очень обильный, богатый. И сейчас не поздно это провести, потому что и сейчас еще пока идет период, значит, собирания урожая. Это можно провести каждый месяц, раз в месяц, потому что каждый месяц вы в течение осени собираете разные культуры. Для этого нужно где-нибудь в уголке вашего сада освободить маленькое место для костра. Зажечь костер, рядом положить миску с водой, сказать вот это заклинание, вылить воду на костер, неважно, погаснет костер или нет, и уйти. Как только у вас значит, будут первые признаки обильного урожая, мой вам совет: оставьте, пожалуйста, несколько, значит, веток, которые выглядывают из вашего сада. Не собирайте, оставьте на них, на этих ветках плоды. Это птицам, это прохожим. Соберите некоторое количество урожая, например, если у вас, скажем, хороший урожай помидор, да, или огурцов, вот это все соберите на том месте, где вы зажигали костер ей. Зажгите снова костер. Поставьте рядом эти все фрукты, благодарите ее, просто скажите, что вы ее благодарите за обильный урожай. Можете даже повторить этот ритуал еще раз. Эти фрукты разрежьте и оставьте там. Пускай птицы едят, пускай они портятся, неважно. Потом выкинете. Через 3 дня можете взять и выкинуть это все. Но вы ей приносите жертву и оставляете там. Вы должны это делать в период вот урожайности. То есть пока вы получаете урожай, с каждого обильного урожая, когда вы уже собрали полностью, не тогда, когда они у вас поспевают, а когда вы уже, например, черешню полностью собрали, приносите черешню, оставляйте точно так же, зажигайте костер, благодарите или начитывайте еще раз вот этот ритуал, черешню оставляйте, через 3 дня идете выкидываете, потому что сила и энергия фруктов, она уже уходит, то есть они обесточенные. Питаются силы, духи, боги, вот именно молекулами, скажем, как вам сказать, запахом еды, энергией еды, живой энергией еды, и не более того. Когда еда уже испортилась, ее не следует там оставлять, это нужно выкидывать.
То есть вот таким образом уделите им место, маленький алтарь, где-то в уголке сада, где вам никто не помешает. Можете этот секрет передать близким людям, они это сделают. Но я вас уверяю, что ваш урожай будет просто приводить в недоумение ваших соседей. Если у вас поле, если у вас плантация, в этой плантации сделайте этот маленький костерок, начитайте и оставьте. И у вас будет очень такой обильный, богатый урожай любой культуры, которую вы там посадите. Морковь это или что. И самое главное, не просто будет урожайный год. Ваш урожай очень выгодно продастся, потому что она будет благословлена самой Деметрией, Матерью Землей. Итак, костерок, рядом воду. Прочитали 3 раза, вылили воду на костер и ушли. Ну, естественно, следите за костром, чтобы там не горело. Просто сделайте маленький такой костерок, чтобы он особо так не распространялся. Через некоторое время, когда вы получаете определенный урожай, например, собрали всю вишню, возьмите небольшую миску, насыпьте туда вишни, принесите, зажгите костер, поставьте вишню рядом, благодарите богиню или еще раз повторите этот ритуал. Оставьте эту вишню. Через 3 дня эту вишню выкидывайте, потому что вы пожертвовали. Собрали там урожай, не знаю, арбузов. Разрежьте арбуз, принесите, оставьте у нее, зажгите костер, благодарите ее и так далее. Если это войдет в привычку, я вас уверяю, что вы будете мало трудиться, но много получать, потому что боги очень любят благодарных людей. Итак, Ушедра и Деметра, богиня земли, сама Матерь Земля, благослови семена, что я сею, деревья, что я посадила, землю, что мне отдана тобою. Да станет одно зерно 1000, и одно дерево принесет множество плодов. Я славлю Деметрию и приумножаю свой урожай. Великая богиня Мать Деметра, благослови мой клочок земли, дай мне богатый урожай, прими мольбу, а я в долгу не останусь. Да будет услышана молитва. Юг, север, восток, запад, восход и заход, земля и вода. Не я велю, а Мать Деметра вам велит приумножить мой урожай. Да будет так. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Ну что, желаю вам богатого урожая на зависть всем. Удачи вам!